привет! Сегодня будем вязать такой пестрый, уютный, замечательный свитерок. Вяжется очень легко, достаточно знать, как вяжутся столбики без накида. Из него будет состоять все полотно. Пряжа у нас сегодня Ярнард Merino Deluxe 50. Так, у нас в 100 граммах 280 метров, 50% шерсть, 50 акрил. Расцветки я сейчас вам укажу здесь на экране. У меня 5 расцветок. Вы можете делать абсолютно любое количество. Вязать двумя цветами. Я тоже уверена, что будет очень классно. Даже сочетание всего лишь 2 цветов. Также можно еще большее количество цветов, тогда он еще пестрее получится. Я взяла для себя все оттенки, к примеру, от бежевого. Можно взять все оттенки фиолетового, розового, голубого, зеленого. Либо наоборот сочетать абсолютно разные по оттенкам цвета, то есть пробуйте. Я уверена, что в любом сочетании цветов получится этот свитер очень классно. Крючок у меня номер 5. Полотно получается такое прям прикольное, как твидовый рисунок. Вот он чуть-чуть такой объемненький слегка. Такой вот замечательный рисунок, вроде бы простой, а вроде такой прям прикольный. Получается за счет всего лишь комбинации столбика без накида и воздушной петли. Все, то есть ничего мы более не делаем. То есть супер обычная вязка будет, очень простая. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Принцип вязания в очередной раз у нас очень прост. Перед и спинка у нас 2 одинаковых прямоугольника. Далее 2 рукава у нас тоже обычные прямоугольники, без прибавок-убавок. Далее мы все сошьем здесь, провяжем резиночку на рукаве и по низу. На горловине я предлагаю сделать резиночку, ворот, сделать его повыше, чтобы его можно было высоко на все горло поднимать. И при необходимости убирать этот воротничок, складывая его в 2 раза. То есть ворот я хочу сделать повыше, примерно как у водолазки. Принцип вязания этого рисунка я вам покажу на маленьком отрезке, чтобы мне не набирать огромное количество петель полного размера моего свитера. Я вам покажу, как мы меняем нить, сам рисунок и так далее. Значит, берем нашу нить любого цвета, к примеру, вяжем перед спинку, то есть это у нас обычный прямоугольник. Набираем нужное количество воздушных петель, которая соответствует ширине вашего изделия. Так вот, закрепительная петелька. И набирайте нужное количество петель. Далее в видео я вам скажу, сколько петель я набрала для своего свитера, как для переда и спинки, так и для рукавов. Также я сделаю замеры. Все это я сейчас попозже вставлю. К примеру, провязываем нужное количество воздушных петель. Набрали нужное количество петель, соответствующее ширине нашего изделия. То есть я набирала четное количество петель плюс 1 петля подъема. Далее чуть-чуть развернем вязание и видим вот эти маленькие перемычки. Вот наша косичка и вот наши перемычки. И сейчас за них будем вязать столбики без накида. Так, смотрите. И, в принципе, сразу же с этого ряда уже начинается рисунок. Вот 2-я петелька от крючка. Со 2-й петельки, ну, соответственно, со 2-й перемычки от крючка вяжем столбик без накида. И тут же делаем петлю подъема. Далее ищем следующая перемычка, но мы будем вязать через одну, то есть следующую перемычку. Столбик без накида. Также петля подъема. Далее ищем следующая петелька, но вяжем через одну, столбик без накида. И также петля подъема. Далее ищем петельку через одну и провязываем в нее столбик без накида. Делаем петельку подъема. Далее через одну, вот в эту, вяжем также столбик без накида. И у нас осталась 1 петелька. Сейчас мы не делаем никаких петелек подъема, просто в нее провязываем столбик без накида. Столбик провязываем не до конца, сейчас будет смена нити. Оставляем 2 петельки на крючке и берем следующую нить. Проводим этой нитью крючком через 2 петельки. И все, мы сделали смену нити. Далее в конце каждого ряда делаем петлю подъема, разворачиваем вязание
Далее, в конце каждого ряда тот цвет, которым мы уже связали, ниточку нужно обрезать. То есть оставляйте небольшой хвостик и обрезайте. Сейчас я не буду обрезать, потому что это образец я потом распущу. Но вы обрезайте в конце каждого ряда, оставив небольшой хвостик. Так, смотрите, что у нас получилось. Видите, вот такие окошки у нас получились. Это окошки получили за счет того, что мы делали воздушную петельку между столбиками без накида. Смотрите, первую петельку провязываем обычным столбиком без накида. Далее делаем воздушную петельку и ищем нашу арочку. Вот она арочка, она находится через одну петельку в этой косичке. То есть вяжем именно в арочку. Столбик без накида. Также делаем петельку подъема. И через одну косичку, вот они косички, через одну косичку и в арочку, вот она арка, вот косичка, вот арочка, и в арку вяжем столбик без накида. Сразу петля подъема, через одну петельку в арку вяжем столбик без накида. Сразу петля подъема. Далее ищем следующую арочку. То есть можно не считать, не смотреть, не следить за вот этими петлями, не считать через одну, а просто вяжем в вот эти большие образовавшиеся арочки. Так, столбик без накида. И у нас это конец вязания. Осталась одна петелька, ее мы провязываем обычным столбиком без накида. Но не до конца, потому что сейчас будет опять смена нити. Берем другой цвет нити. И протягиваем крючком через новой нитью, через 2 петельки. Далее делаем, как всегда, петлю подъема и разворачиваем вязание. Также цвет, который мы сейчас провязали, мы отрезаем. Так, смотрим. В первую петельку всегда вяжем столбик без накида, петлю подъема, воздушную петельку. И дальше опять через одну косичку в арочку вяжем столбик без накида. Петля подъема, в арочку, столбик без накида и петля подъема. Далее следующая арка и петля подъема. Следующая арочка. Просто столбик без накида. Это у нас как бы конец уже ряда. В конце ряда, когда у нас остается одна арка, мы делаем только лишь столбик без накида в нее и провязываем в следующую петельку просто обычный столбик без накида в последнюю петлю. Опять же, столбик не до конца. Сейчас будет опять смена нити. Берем другую нить. Также протягиваем крючком через 2 петельки. Все, новую нить подсоединили. То, что мы сейчас вязали, обрезаем. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание. И все то же самое. В начале каждого ряда во вторую петельку от крючка провязываем всегда сразу столбик без накида. Делаем петлю подъема. Ищем арочку вот через одну косичку в арочку. Делаем столбик без накида, петелька. Далее арка. Столбик без накида, петелька. Далее столбик без накида, петелька. Сейчас как бы мы подошли к концу. Делаем столбик без накида в арку. В последнюю самую петельку провязываем обычный столбик без накида, но не до конца. Сейчас будет опять смена нити. Меняем нить на новую. Делаем петлю подъема. Разворачиваемся. Во вторую петельку от крючка в новом ряду всегда вяжем сначала столбик без накида, воздушную петельку. Далее ищем арочку, в арку столбик без накида, петелька. Далее арка, столбик без накида, петелька. Дальше столбик без накида, петелька. Далее, к примеру, последняя арочка в ряду, в нее провязываем столбик без накида. И далее в последнюю петельку столбик без накида, но не до конца. Будет смена нити. Это и есть весь принцип вязания.
Все очень просто, ничего не нужно высчитывать, рисунок двусторонний. То есть вот так все получается. То есть вот эти как бы удлиненные столбики мы вяжем в арочку, которая образовалась между двумя столбиками без накида, между которых была петелька подъема. Все очень просто. И сейчас я вам покажу, как это выглядит на готовых деталях моего свитерочка. Итак, мы закончили все 4 детали, связали перед и спинку, 2 одинаковых прямоугольника и 2 рукава, тоже 2 абсолютно одинаковых прямоугольника. Что у нас получилось по размерам и по петлям? Смотрите, перед и спинку, этот прямоугольник, изначально я набирала 82 воздушные петли, плюс 1 петля подъема. Напомню, для этого рисунка нам нужно набирать четное количество петелек, плюс 1 петля подъема. И я провязала 91 ряд. На рукавах я набирала 88 воздушных петель изначально, плюс 1 петля подъема, и я провязала 135 рядов. У меня получился такой, опять широкий достаточно рукав, как мне в принципе нравится, как я и хотела. По ширине у нас получился перед и спинка 45 сантиметров и длина 52 сантиметра. Так, вот наш рукав, такой широкий, длинный получился. По ширине рукав 49 сантиметров, по длине 84 сантиметра. Для удобства сначала на переде и спинке сошьем вот эту часть по шву, там, где у нас плечики, оставив вот это расстояние, там, где у нас будет пролезать голова, примеряйте, то есть чуть-чуть провяжите от краев, вот так провязали, померили на себя, приложили, хорошо пролезает голова, остановились. Сшивать детали мы можем абсолютно любым способом, какой вам нравится, какой вам удобен. Здесь нет каких-то четких правил, как хотите, так и сшивайте. Например, вот эти детали я сейчас буду сшивать, там, где у нас будет пролезать голова. Я сошью эти детали крючком. Вы можете продеть в иголку пряжу и просто вот так пришивать, как вам удобно. И, например, вот соединить 2 уголочка, продеваем нить, закрепляем. И можно вязать вот в каждую петельку просто соединительными столбиками. То есть вот так в петлю и сразу в петлю. Не затягивать, чтобы у нас шов вот так не стягивался. Либо, если хотите, можете столбиками без накида, к примеру, вот так. Раз, раз. Просто в таком случае здесь шов получится чуть выше. А если столбики просто обычные соединительными столбиками, шов получится практически невидимым. В районе горловины, здесь по бокам я сшила по 18 петель. Здесь и здесь. У меня хорошо пролезает голова, свободно, так как мне надо. Если вам нужно поуже, делайте поуже. Пришивайте побольше количество петель. Далее, когда мы уже сделали вот тут отверстие для головы, пришиваем наши рукава. Смотрите, здесь так совпало, что и здесь бахрома, кончики, и здесь от тех ниток, которые мы отрезали. Я уже попробовала связать, ну, то есть сшить вот этот рукав и наш перед. Я хотела, не обрезая ниток, спрятать вот так в шов, то есть вот так я пыталась спрятать, но шов получается достаточно толстым, он чуть-чуть кривит изделие. То есть я сейчас буду обрезать все по абсолютно всем краям, здесь на рукавах, здесь, и завязывать на узелок каждую пару вот этих ниточек, и потом уже буду сшивать. Итак, сейчас мы будем уже сшивать все наши детали. Тут нет лицевой и изнаночной стороны. Главное, смотрите, чтобы галочки совпадали, то есть смотрели в одном направлении. То есть, к примеру, смотрите, тут они вниз смотрят, и также на заднем должно быть. И смотрите по рукавам. То есть, как можно сделать? Если хотите, чтобы рисунок как бы от нашего переда и спинки продолжался на рукав, то есть прикладывайте вот таким способом. А можно также сделать, просто вам покажу для примера, рукав, чтобы линии были перпендикулярны друг другу, тоже очень неплохо получится. Единственное, смотрите, если мы вяжем такой литой рукав, то есть одной деталью, то на одной из сторон у нас галочки совпадут, да, то есть, видите, тут галочки одинаково, тут одинаково идут, но так как мы вязали как бы единым полотном, то сзади это получится вот так. То есть тут галочки смотрят
вниз, здесь они как бы смотрят наверх. То есть если вы хотите, чтобы и с обратной стороны совпадал рисунок, вам нужно вязать рукав из двух деталей, то есть здесь по плечу тоже будет шов. И теперь пришиваем рукава. Так, мы пришили по этому шву наш рукав к нашему переду со спинкой. Сейчас прошьем рукав по низу и вот этот маленький отрезочек оставшийся. Мы сшили по всем швам наш свитерок, выворачиваем на лицевую сторону. И сейчас будем заниматься обработкой краев нашего свитера. Это резиночки на рукаве и по низу. К вороту вернемся чуть-чуть попозже. Я хочу резинку сделать по всем местам контрастной нитью, то есть вот она у меня самая темная, чтобы она выделялась так, симпатично, мне кажется, будет. И сейчас делаем так, на рукаве, на одном, на втором и по низу по окружности вяжем столбики без накида, так чтобы у нас один рядочек был столбики без накида. И затем уже будем вывязывать резинку. Мы провязали один из рукавов по кругу, просто столбики без накида в каждый ряд. То есть вот в каждый цвет просто мы вязали столбик без накида, там куда получится втыкали крючок и вывязывали по кругу столбики без накида. И смотрите, так как у нас опять же получается очень широкий рукав, нам его нужно будет сильно сузить. И предлагаю вторым рядом, также столбиками без накида, по кругу просто, вязать через один столбик, вот предыдущий, который мы уже связали. И тем самым он хоть чуть-чуть, но сузится. То есть как мы делаем, вот закончили вот обвязку, то, что мы сейчас связали. И вот, к примеру, вот петелька первая. И в следующую, во вторую столбик без накида вяжем. И подтягиваем. Следующую, вот петелька следующая, можно вот через одну вяжем. Также столбик без накида. Вот следующая петелька и через одну. Также столбик без накида. И так по кругу до конца. Так, вот после второго ряда обвязки через одну петельку по краю уже чуть-чуть начал сужаться наш рукав. И сейчас, не отрывая петли, начинаем вывязывать резиночку. Я обработала резиночкой все два рукава. Смотрите, я выбрала способ номер 1 в этом видео. Посмотрите, там я описала подробно, как делается такой вид резиночки. Изначально для резиночки на рукаве я набирала 15 воздушных петель. Это вам, чтобы вы ориентировались, если вам нужен такой же размер резиночки. По ширине резиночка получилась 8 сантиметров. Как резиночкой дополнительно сузить широкий рукав до вот такого, я также описала там в видео. Посмотрите, по тайм-кодам я все разделила для вашего удобства. По низу нашего свитерочка, также, когда вот мы закончили наше полотно, я обвязала одним рядом столбиками без накида вот этим цветом моей резинки, и потом, не отрывая вязание, начала вывязывать резиночку. Она у меня точно такая же, как и на рукавах. Здесь я набирала чуть-чуть поменьше, и здесь я набирала 13 воздушных петель изначально, и она получилась шириной примерно 6,5 сантиметров. И что касается горловины, здесь я также до обвязки резиночкой сделала обвязку в один ряд столбиками без накида. И далее, не отрывая нити, начала вывязывать резиночку. Для горловины я набирала изначально 23 воздушные петли, вязала способом номер 4, также в этом видео про резиночки. Горловину, так же как и низ изделия, я ввязала резиночку в каждую петельку вот нижнего нашего ряда. То есть я не вязала через одну, как на рукавах, потому что здесь нам горловину заужать не нужно. Ширина моей горловины резиночки получилась 11,5 сантиметров. То есть она такая у нас высокая стоечка получилась. Если вы этого не хотите, просто можете провязать, к примеру, маленький воротничок будет, либо вообще можете просто сделать один ряд обвязки, и будет у вас вообще без горловины свитерок. Можно, к примеру, вот так его подвернуть вовнутрь, и будет вот такой объемная резиночка, горловина. Если хотите точно такой же не свитер, а кардиган, просто вместо передней детали делаем 2 половинки и точно так же обрабатываем ворот и низ резиночкой, как на вот этих кардиганах. И вот такой классный, замечательный свитерочек получился. Он достаточно тепленький, потому что вязка плотненькая, не рыхлая. Пробуйте, вяжите. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.